Сегодня мы разберем ошеломляющую 402 главу моей геройской академии. Поле боя наконец-то сменилось на битву Деку и Шигараки. Томура на всю издевается над Мидорией, говоря о том, что сейчас происходит со всемогущим, отчего Деку начинает злиться все больше. Однако не стоит забывать и про ВЗО, который намеревается добраться к Томуре. Вот только Шигараки отказал своему учителю, из-за чего все за одного пришлось действовать очень жестко. И эти действия напрямую, по его словам, могут повлиять на Деку и Шигараки. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 402 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выход глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выход с 402 главы. Прежде всего стоит отметить, что бой наконец-то перешел к Деку и Шигараки, показывая, насколько был зол Мидория за то, что сотворил с его друзьями злодей. Черным хлыстом он сковывал противника и выламывал ему руки. В общем, делал все возможное, чтобы не позволить своему оппоненту сотворять масштабные разрушения. Вот только, вопреки всему, посмотрите, как сейчас было весело Шигараки. Он буквально наслаждался происходящим. Ему так нравился этот бой, что помимо оказания сопротивления атакам Деку, он еще и умудрялся давить психологически на своего оппонента, говоря, что ему лучше бы следовало пойти на помощь всемогущему, зная, как в данный момент ему было очень трудно. К тому же, по словам Томуры, у Мидории сейчас было самое удачное время взять и пойти помочь своему учителю, а после вернуться обратно и продолжить их битву. Ведь пока его здесь не будет, Шигараки найдет чем себя занять, например, повеселиться с товарищами Деку, с которыми он сражался до его прихода, говоря, что сейчас, покуда его теперь больше ничего не сдерживает, он наверняка прикончит их всех до того, как вернется Деку. И ладно бы, если это были просто провокации, но Мидория знал, что все ранее сказанные слова противника были правдивы, поскольку совсем недавно внутри сознания одного за всех Сидзуку уже попрощался с силуэт всемогущего, что только подкрепляло слова Томуры. Вот только хоть эти слова и заставляли Деку впадать в еще большую ярость, настолько, что его слезы как бы превращались в сияние силы одного за всех, но главный герой все еще старался сдерживать свои эмоции, вспоминая слова всемогущего о том, что он должен перестать быть плаксой, делая все возможное, чтобы и дальше сдерживать врага. Собственно, эти слова подтверждает полицейский из штаба, говоря, что на удивление, недавно прибывший в Юэй Мидория каким-то образом сумел на таком близком расстоянии уклониться от всех атак Шигараки, предотвратив тем самым сотворение патовой ситуации. Немного также рассказали и о других фронтах сражений, подтверждая, что Шота сумел победить Даби, а Урараке удалось предотвратить дальнейшее распространение клонов Тоги. К тому же все ранее созданные дубликаты Твайса начали исчезать, из-за чего стало возможно стабилизировать летающую платформу и даже обеспечить ей необходимую плавучесть, поскольку общая масса с уничтожением Твайсов стала меньше. Показали, кстати, в этот момент, как в нижней части платформы Яойорозу отбивалась от противников, применяя различные созданные ей приспособления, например, как пулемет, ракетная установка и копье. Однако, хоть на некоторых фронтах ситуация наладилась, но вот не стоит забывать, что сейчас ВЗО намеревается добраться к Шигараки. Он даже не обращал внимания на крики раненого всемогущего, ведь с того момента, как его время начало стремительно откатываться назад, целью ВЗО стал Шигараки, для того, чтобы передать ему свою копию причуды, чтобы Томура стал истинным ВЗО, который превзойдет его нынешнюю силу. Сейчас злодеи не
ничего не сдерживало достигнуть своей цели. Более того, он наконец-то находился в зоне действия грязевого телепорта и мог им воспользоваться. Но дабы Мидория не путался у него под ногами, все за одного решил призвать к себе Шигараки. Активируя грязевой телепорт, злодей говорит: «Приди же, другой я», после чего изо рта Томуры вырвалось темное месиво, которое стремительно начало поглощать его. Однако внезапно Шигараки подавил проявление грязевого телепорта, ибо подобный поступок его учителя мешал ему сражаться. Но раз уж на то пошло, тогда он решил лично отправиться туда, прихватив с собой того, кто повлиял на этих двоих больше всего, всемогущего. К тому же сейчас, по словам антагониста, пока у бывшего героя было такое жалкое выражение лица, он мог стать отличным примером для сокрушения их мечты. И именно в этот момент Шигараки заявляет Мидории о безвыходном положении всемогущего, отчего Деку, поддавшись эмоциям, выкрикивает имя своего учителя. Ведь сейчас ему было безумно тяжело осознавать, что он никак не может помочь всемогущему. Далее нам показывают небольшой флешбэк о мечтах и стремлении Изуку, где уже в настоящем времени Тошинори заявляет, что он тоже никак не может отказаться от своей мечты стать символом мира. После чего всемогущий хватает злодея за горло, демонстрируя, что у него все же осталась перчатка из бронированного костюма, из-за чего уже у всех за одного начались флешбеки, которые были о последних минутах жизни Наны Шимуры. Но вспомнилась она ему не из-за того, что нанесла ему фатальное ранение или еще что-нибудь, а потому что ВЗО прикончил ее в том же положении, что и сейчас схватил его Тошинори. Но более сильно бросало ВЗО в страх последние слова Шимуры о том, что всемогущий обязательно прикончит его, потому что Тошинори уничтожит все за одного вместе с самим собой, поскольку этот человек по сравнению с антагонистом был полнейшим безумцем. И вслед за этими словами происходит взрыв, который с очень большой вероятностью забрал жизнь Тошинори. И все это было сделано бывшим героем для того, чтобы нанесенный урон заставил противника откатиться до младенческого возраста. И это, собственно, именно тот результат, который выбрало большинство подписчиков. Так что мы были правы. Но тут постает другой вопрос. Если мне не изменяет память, то причуды дети получают в возрасте до 4 лет. И тогда вопрос: сможет ли ВЗО, будучи младенцем, контролировать свои причуды? Жду ваших ответов в комментариях под роликом, а также участие в следующем опросе. Ну а так могу сказать, что глава меня порадовала, вместив в себе нужную информацию по фронтах, а также часть желанного поединка Деку и Томуры. Всемогущий вообще молодец, сражался до последнего и даже не имея больше причуды, смог нанести противнику фатальный урон. А вот ВЗО меня разочаровал. Да, он не умрет и возможно что-нибудь выкинет в следующей главе, но вот он мог всего этого избежать, заранее прикончив всемогущего дальней атакой. Ведь для того, чтобы показать крах надежд всех персонажей и вывести из себя Деку, хватило бы даже мертвого тела, как бы это ни звучало. Что ж, посмотрим, что нам покажут в следующей главе. А пока я зол на все за одного, ибо столь очевидную плюху надо было еще додуматься получить. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm